flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Всем привет, мои хорошие, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Я хочу сегодня посмотреть. Во-первых, я прошу прощения, что меня так давно не было. Правда, какие-то внутренние процессы, исходя из информации, которую я получаю от своих клиентов, они проходят похожие процессы. И этот видеорасклад я хочу создать специально для тех, кто тоже находится в состоянии таком, знаете, поиска, в состоянии понимания того, что их жизнь меняется, внутреннее, внешнее обновление, да, то есть есть четкое осознание того, что так, как раньше, уже не будет. И если раньше это была просто какая-то фраза, и она периодически проигрывалась в нашей жизни, было такое инсайтное, знаете, как инсайтное сообщение, типа вот так вот уже не будет, то сейчас вот полноценное ощущение краха, потери, либо же полноценное ощущение того, что вот сейчас передо мной белый чистый лист, а я не знаю, что здесь рисовать, я не знаю, куда мне двигаться, я не понимаю уже действительно сути того, что я делаю, действительно ли то, что вот я делаю, я этого хочу, либо я хочу что-то другое. Здесь про новый путь, про глобальность, про расширение, про изменение в вашей жизни. Это видео про новую эру вас. То, куда вы переходите сейчас. У нас с вами будет 3 варианта, как всегда. В принципе, данная функция нашего с вами канала не поменялась, потому что я, как всегда, настоятельно рекомендую: заварите себе чаечек, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный и позитивный расклад. Я надеюсь, вам будет интересно. Мне с вами всегда интересно, но я правда, то есть мне с вами интересно, но меня не было несколько дней, десятков, и я правда очень соскучилась, и вот сегодня хватило сил, энергии, желания и такого ресурса выйти и все-таки записать что-то вот подобное. Новая эра вас. 3 варианта на столе, я надеюсь, чай, кофе тоже. Я готова, поехали. Единички, здравствуйте. Смотрим вас. О, карта сила, 6 жезлов. Красивая. Такой волевой первый вариант, достигающий цели, несмотря ни на что. Только есть ли в этом смысл? Ой, слушайте, реально вы сейчас либо такой, знаете, человек настроен на продуктивность, действительно на расширение, мог вырасти достаточно сильный аппетит, есть понимание того, что я могу что-то получить, есть понимание того, что что-то вас раньше сдерживало. Это может быть внутренние аспекты, внешние аспекты. И вот сейчас такая внутренняя готовность все-таки двигаться, потому что колесница, 3 пентаклей, 9 пентаклей, вот 8 пентаклей. И опять же, карты все-таки указывают на то, что вы знаете собственные желания. Вот я не могу сказать, что вы не знаете свой путь. Я не могу сказать, что вы точно не знаете, чего вы хотите. Здесь, скорее всего, по первому варианту вы точно хотите большего, чем у вас есть. Вы точно хотите большего, чем хотели ранее. У вас точно могут поменяться желания, запросы и стать более глобальными. И на самом-то деле внутренней силы достаточно. Потому что, знаете, вот ощущение, когда мы мечтаем о меньшем, мы как будто бы собственную силу преуменьшаем. И нам не дают меньше не потому, что мы на это не заслужили, а потому что мы можем взять больше. А из-за того, что мы мечтаем про что-то меньше, мы как будто бы преуменьшаем ценность собственного я, собственных возможностей, собственной силы. И вот сейчас у вас очень классно, качественно растет аппетит. И, наконец-то, за счет этого распаковывается ваша внутренняя сила. Не знаю, как это можно еще по-другому объяснить, но пытаюсь передать такую потоковую информацию, то есть на вас это так работает. То есть когда вы наконец-то начинаете себе разрешать большее,
а оно начинает реализовываться в вашей жизни. Чем меньше вы что-то себе разрешаете, чем меньше вы мечтаете, тем менее вероятно это исполнится. Тем больше габариты вы себе разрешаете, тем быстрее вы к ним придете. Потому что сила, скорее, вот тут была внутренне сковывающая. И знаете, хочется сказать, не торгуйтесь с собой, не пытайтесь внутренне пытаться объяснить себе, по праву ли я это заслуживаю, либо нет. Вот эти, как вот синдром самозванца тоже нужно убрать, если вдруг он такой есть. Потому что те аппетиты, которые у вас есть, они абсолютно заслуженные. И те возможности, которые придут на ваш этот аппетит, оно тоже абсолютно заслуженное. И если даже мы говорим магическим, мистическим образом мыслим, вы наработали этот, скажем так, эта заслуженность в этой жизни, то вы наработали ее в прошлой. Дайте доступ вот так вот к расширению ваших ресурсов. Давайте вы сейчас. Где вы сейчас? Ваша позиция сейчас. Ну, тут реально вполне возможно, люди могут столкнуться с синдромом этим самозванца. Реально вполне возможно можете столкнуться с тем, что вы, знаете, много хочешь, да, мало получишь или еще что-то. Тише едешь, дальше будешь. Это вообще не ваша история. Ваша — это скорость, драйв и много желать. Так, это вы сейчас. Это то, что раскручивается, да, вот какие-то события разворачиваются, раскручиваются, создаются вокруг вас. Некая такая воронка изменений. И это все-таки дверь, да, в вашу новую эру. Куда она ведет? Восьмерку пентаклей в колесницу. Туз пентаклей, император. Хорошая карта. Власть, деньги, возможности, новое вообще движение. Хотели купить одну машину, да захотите подороже. Уже наконец-то разрешите себе больше. Я, конечно, не из тех там вот этих коучей или там девушек, которые там надо желать большего. Но действительно на вашем варианте такая методика очень хорошо позволяет вам открыть двери, которые вам нужны. И желать нужно прямо искренне. Давайте, где вы сейчас? Перевернутая тройка кубков. Ну, раз уж карты, кстати, перед раскладом у меня рассыпалась колода, и часть карт перевернулась. Я все-таки ее буду читать в перевернутой, да, то есть тройка кубков — это сыпется окружением. Либо то окружение, которое было раньше, было комфортным, сейчас уже таким не является. Это может быть, в принципе, про людей, да, идти речь. Но это может быть вообще, в принципе, идти про состояние. То есть я не чувствую себя здесь уже хорошо. Я не чувствую здесь себя комфортным. Я не чувствую, что это мое место. Я не чувствую, что это мой город. Я не чувствую, что это мое общество. И я не чувствую, что это моя аудитория, да, я не чувствую, что это мои клиенты, либо я не чувствую, что это мои коллеги. То есть это уже не мое. Вот то, что ранее приносило колоссальное количество удовольствия, сейчас это как будто бы уже не то. И вот на этом всем фоне происходит какой-то разрыв и разлом, потому что там, где мы видели себя раньше, мы там уже себя не видим. Вот тройка кубков, да, то есть сыпется внутреннее чувство комфорта в том окружении, в котором вы находитесь. Если вы слышите себя, слушайте дальше. Если это не ваша история, просто перезагадайте вариант, либо, ну, может, там сегодня, нет информации для вас на моем канале, поэтому, не притягивайте к себе то, что не является вашим истинным. Поэтому здесь люди действительно находятся в состоянии, когда то, что ранее приносило, даже если мы говорим не про комфорт, но про привычку, даже вот, знаете, раньше было привычно и раньше было терпимо. Ладно, знаете, я там долгое время работала в одном предприятии, и вот несколько лет мне было вот терпимо, хотя было тяжело, но накапливалось, и последней каплей стала вообще какая-то ерунда. И я просто ушла, потому что вот я уже понимала, что все, вот я дошла до предела, когда вот эта история, эта ситуация, эти люди, это общество, оно уже выжило себя для меня, я уже взяла отсюда во все.
И это не то, что там это не мой уровень людей или еще что-то. Нам нужно пойти разными путями. И вот тут вот люди, которые сейчас смотрят первый вариант, вы действительно переживаете то, что ваше окружение, ваше общество, оно разрушается. И то, где вы чувствовали ранее спокойствие, комфорт или хотя бы привычное состояние, уже может раздражать, уже может не нравиться, уже вообще может не хотеться с кем-то общаться, уже может не хотеться вообще контактировать с людьми. У кого-то это может такое быть, знаете, изолированное такое желание изоляции и ухода в себя, потому что тройка кубков перевернута, когда я не хочу даже общаться с близкими людьми, с которыми даже есть еще коннект. Я хочу уйти в себя, то есть мне нужно изолироваться, мне нужно уйти в себя, мне нужно понять себя. Мне нужно... Это, кстати, еще, знаете, тройка кубков перевернутая, может, даже вот прочитаю как отсутствие внутреннего комфорта с собой. То есть я не могу даже с собой уже договориться, потому что что-то пошло не так, что-то стало для меня дискомфортным. Окей, давайте. События, которые разворачиваются вокруг вас. Ну вот, перевернутая умеренность. Но вас явно вытаскивают из этого состояния. Почему? Ну вот, пожалуйста, распаковка силы. Знаете, 3 старших аркана, 1 перевернутый. Вот, пожалуйста, умеренность. Там, где вы раньше пытались сложить вот этот пазлик, вложить себя в какое-то общество, да, попытаться вместить себя в какой-то круг людей, в социум, даже вот, знаете, вот я долгое время пыталась, примеры свои привожу, чтобы вы примерно понимали, о чем я пытаюсь объяснить. Да? То есть это как попытка объяснить простыми словами на примере. Кстати, не знаю, в институте, в школе я легче воспринимала, когда мне что-то объясняли на примере. Так вот, это когда я долгое время пыталась себя вместить в общество экономистов. Потому что, ну, вот у меня экономическое образование, я действительно там экономист, но я очень любила психологию, я вообще очень люблю людей. И меня всегда туда тянуло, да, но я прям слишком сильно туда себя вталкивала, потому что, ну, это было там доступное обучение. Я люблю, в принципе, алгебру, я очень люблю там математику, я очень люблю решать задачи, я очень люблю дедуктивное мышление, но я не там, но это не мое общество, это не мое что-то. И вроде бы как оно мне подходит, но оно не заполняет внутреннее все пространство удовлетворения. То есть я не чувствую там себя цельной. И вот сейчас что происходит? Умеренность переворачивается. Там, где вы пытались себя встроить, там, где вы пытались себя почувствовать на своем месте, наконец-то показывает трещины и показывает, что это не ваше место. Это не ваши люди, это не ваша работа, это не ваш образ, это не ваша маска, банально это не ваш цвет волос, это не ваш стиль одежды, это не ваш тип жизни. И вот сейчас, да, то есть что разворачивается вокруг вас, происходит определенного рода вынашивание. Императрицу я прочитаю как процессы вынашивания, роста, развития, более такого, ну вот все равно расширение мне идет, понимаете, и освобождение внутреннего естества, понимание своей ценности, своей персоны и своих собственных желаний. И для вас готовится что-то очень... Для вас готовится путь, колесница. Очень много старших арканов. Разворачиваются судьбоносные события. Если вас отрывают из привычного места, и, кстати, особенно императрица, перевернутая уверенность, если особенно это отрывается перед тем, как вы получите какой-то результат, вот знаете, бывает такое, что вот-вот я получу это повышение, и опа, там, не знаю, разрушается там система там рабочих каких-то вопросов, вы там вашу должность, к примеру, сокращают, либо закрывают вообще в целом проект, либо закрывают само место работы, знаете, ну вот, не знаю, перестает существовать компания, или еще что-то. И вот тот вот момент, поймите, если вы получите там результат,
как будто бы вы можете там осесть, а вам уже в новый путь нужно. У вас рост. Там, где вы есть, даже если вы получаете результат, это потолок, но это не ваше. Ваше идет на расширение, то есть на что-то безграничное. И у кого-то здесь может быть вообще открытие собственного бизнеса, расширение собственного бизнеса, открытие новых каких-то горизонтов, открытие какого-то, знаете, необычного места, где вы можете себя реализовать. Вот все почему-то обходили конкретное здание стороной, вы в нем увидели что-то свое, что-то индивидуальное, распаковали, создали, и это прям теперь пользуется спросом, и это интересно, и туда люди ходят, и это что-то новенькое, потому что это именно ваше, то есть вы находите именно свою нишу, вы занимаете именно свой путь, вы двигаетесь именно в своем направлении, и что-то действительно прекращает существовать только потому, что оно вам не будет принадлежать, потому что тот результат, который вы могли там получить, возможно, он бы вас удовлетворил, и вы бы опять остановились на той точке, на которой вы должны уже двигаться в новое. Опять же, если мы говорим здесь, вы там работали, у вас, к примеру, там, либо вы уходите, да, либо разрушается что-то, либо увольнение, либо придется выехать, переехать, придется поменять работу, придется поменять свою жизнь. Еще раз осознайте, что если бы вам дали там пустить еще больше корень, вы бы опять тормознули, то есть вы бы не увидели своего потенциала. Разрушается то, что мешает вам увидеть ваш собственный потенциал. И наконец-то вырастают запросы. Поэтому если у вас сейчас состояние дисконнекта, хочется сказать, с миром, да, дисгармонии, стресса, отсутствие, казалось бы, стабильности там, где вот было все налажено, как раз таки это потому, что это не ваше место. И на самом деле там не было никогда налажено. Там все вывозилось за счет вашего принижения собственной ценности, за счет уменьшения своих желаний, за счет уменьшения своих аппетитов. И вот сейчас раскрывается новое, очень красиво, очень классно. То есть это, знаете, вы могли тратить, не замечая этого, могли подсознательно тратить большое количество усилий для того, чтобы себя сжать для того места, в котором вы находились. Понимаете, о чем я говорю? И вот сейчас происходит расширение. У меня мурашки по коже. Какой путь для вас открывается, единички? Ну, сейчас глубинное понимание себя. Вы можете столкнуться с тем, что может казаться, что вы одиноки на этом пути. Но это не про одиночество. Это про обретение внутренней цельности. Это про обретение внутренней опоры. Это про обретение внутренней силы, про нахождение внутри себя, самого себя. Мне нравятся карты. Очень много старших арканов, очень важные процессы. Новый рост. Смотрите, желания, меняются желания, да, то есть, и вот когда меняются желания, начинает наконец-то судьба играть вам на руку. И просто неожиданным образом приносит вам то, что вам нужно. Власть и возможности. Я императора не читаю как мужчину, мужа и так далее. Мы говорим про власть, про силу. Может быть, у кого-то вы выходите там из рабочих каких-то отношений, там партнерских, либо на кого-то вы работали в собственный бизнес. У кого-то это может быть расширение собственного бизнеса путем полноценного такого качественного ребрендинга. У кого-то действительно вы выстрелите на какой-то качественной идее, где вы наконец-то покажете себя и перестанете ориентироваться на то, что делают другие. Кстати, вот эти карты все указывают про отсутствие взгляда на конкурентов, то есть никакой конкуренции. Не в плане того, что вам нужно изучать рынок, да, путем фильтрации там, конкурентов, но тут момент того, что не смотрите на них. Их ошибки ваши могут быть достижения, их достижения могут быть вашими ошибками, понимаете? То есть вот тут здесь нужно фокус на личное естество, на проявление личного «я». Такая, знаете, почему-то хочется сказать львиная харизма. Ну, может, кто-то из вас реально лев или асцендент, кстати. А вот такой первый вариант, единички. Спасибо вам огромное. Мы идем дальше, мы идем к двоечкам. Смотрю, записывает ли камера. Записывает. Это давно не записывала видео. Камера может
сойти с ума, сказать, ты чё? Давно такого не было. Давайте смотрим вас, двоечки. Процессы ваши. А у вас, знаете, если там карта указывали на разрушение привычного, то у вас здесь вам хочется убежать от привычного. Там разрушается в первом варианте привычный какой-то сценарий, вообще жизнь, как будто бы что-то забирают и меняют. А вам хочется уже что-то поменять, потому что тут как будто бы человек ожидает, когда наконец-то данная умеренность, в которой он долгое время существовал, начнет меняться. И вы ожидаете либо времени, да, 8 кубков. Тут такая девушка ждет время, чтобы уйти. Вы ждете либо определенного, вы ожидаете правильного времени, либо вы действительно вот ждете кого-то, что-то, когда даст какой-то ответ. Может быть, это не от вас зависит тоже, но вы здесь уже хотите поменять. То есть вы как будто бы вы хотите поменять свою умеренность. Вы скорее за нее не держитесь, вы хотите ее трансформировать. Ну, давайте. Вы сейчас. Здесь вы поймете, ваш этот вариант или нет. О вас это или нет. Если не о вас, не слушайте, не притягивайте чужую энергию к себе. Это вы сейчас, то, что внутри вас происходит, либо ваши ориентиры, то, что происходит вокруг вас, да, развороты ситуаций, какие разворачиваются события вокруг вас, и, соответственно, дверь в новую эру вас. Куда она ведет? Новая эра вас. Скажу так, все ложное будет разоблачено. Все маски будут сняты. Оголится правда. Это тоже почему-то нужно. Есть какая-то скрытая информация, которой вы не владеете. Возможно, она более глобальная. Ну, не знаю, к примеру, вы там работаете на каком-то предприятии, да, и, скажем так, начальство уже давным-давно знает, что компании остался месяц, да, чтобы проработать, и через месяц она закрывается. И вот сейчас происходят какие-то внутренние трансформации, и в скором времени вылезет эта правда, потому что, смотрите, сейчас пример. За вашей спиной есть что-то скрытое, кто-то что-то не договаривает, но эта информация, которую вы получите, она вас глобально от чего-то освободит, но вы над ней власти иметь не можете. То есть, вот как пример, да, я вам привела, это банальный пример, просто на примере так легче понять. То есть глобально компания закрывается, вы на это повлиять никак не можете. И через месяц, то есть, грубо говоря, вам остался месяц, и вам сообщат в скором времени о том, что компания закроется, ваша задача не паниковать, потому что данная история раскрывает ваши новые возможности, раскрывает новые двери. И вот оно все произойдет настолько вовремя, что вам дастся шанс на следующий этап. Потому что по справедливости все происходит, это прям приводит к тузу жезлов, то есть к новому шансу. То есть, знаете, вот компания закроется тогда, когда появится конкретная вакансия, в которой вы можете себя реализовать. Либо там, не знаю, арендодатель, где вы снимали там свое помещение для своего собственного бизнеса, да, в скором времени там хочет продать. Вот вы этого не знаете, к примеру. А потом оказывается, что он это продает и переподписывается с вами договор с новым арендодателем, а он с вами его подписывает на более выгодных условиях. То есть, скажем так, в перспективе для вас это более выгодное. Любая сейчас история, которая происходит за вашей спиной, которую вы сейчас не знаете, не владеете этой информацией, не можете ее проконтролировать, в перспективе вам принесет новые возможности. Но поначалу она будет немножко некомфортна. То есть она явно вызовет у вас состояние дискомфорта. Вот и все. Ну, это я такой пример привела. Это может касаться чего-то более глобального. Это может касаться вашего, там, не знаю, места жительства. Вам придется переехать, допустим, вернуться к родным. Может быть, это что-то другое. Там нужно будет поехать там к кому-то там за границу. Может быть, это какой-то там, не знаю, там
к примеру, вас там с работой отправят, там перенаправиться куда-то офис в другое место или что-то еще. То есть какие-то глобальные изменения, опять же, вы на них влияния не имеете, но это будет в итоге лучше для вас. Хотя поначалу может казаться, что это некомфортно, но данной информацией вы пока еще не владеете. И опять же, плюс скажу, что в скором времени раскроются маски людей. Будьте внимательны, будьте аккуратны, потому что то, что вам казалось было вот таким, да, и казалось бы, это прям 100% вот так вот, может оказаться, что не так. Будьте аккуратны. Может быть, это, кстати, правда о себе вскроется тоже, знаете, когда вы долгое время думали, что вы вот такой один, да, или такая, а потом окажется, что что-то не так. И придется учиться и знакомиться с новой версией себя. И учиться жить по-другому. Давайте, где вы сейчас? Колесница, уже говорю, уже готовы. Вот лыжи наострили и готовы в новый путь. Вот вы готовы к движению. На самом-то деле, вы уже прям готовы сумки собрать и что-то вот уже делать. Куда-то переехать, не знаю, двинуться в новый путь. Пойти на работу, перейти на следующий уровень в работе. Перейти на следующий уровень в отношениях. Переехать куда-то. То есть вы действительно готовитесь, может быть, фактически вы готовитесь к какой-то поездке, либо вы в какой-то поездке. Но на самом-то деле вы готовы к переменам в своей жизни. Вы уже прям готовы, вы уже нацелены. У вас, более того, скорее всего, если там у единичек все случилось не так, как хотелось бы, да, то есть там дернули их с их умеренностью, то здесь, скорее всего, люди готовы к изменениям, они уже знают, чего хотят. Пойдет ли так, как вы хотите или нет, тут уже, конечно, вопрос другой, но вы тут четко уже нацелены, потому что, вроде бы, опять же, в этой колоде, да, две лошади, они друг на друга бегут, то есть вроде бы как кажется, что готовы, но что-то вот есть какое-то сопротивление, как будто бы либо сейчас еще не время, либо не получается так, как хочется, либо нужно еще подождать, либо ситуация перестраивается, переигрываются планы, но так или иначе вы четко знаете, чего вы хотите. Давайте, какие события разворачиваются вокруг вас? Судьбоносное событие. Судьбоносное событие. Давайте так. Какая-то, казалось бы, неприятная конфликтная ситуация приведет вас достаточно к хорошим результатам. Реально, еще раз повторюсь, событие судьбоносное, неожиданное. Вы ничего не сможете сделать, вы ни на что не сможете повлиять. Ваша задача не сопротивляться тем процессам, которые будут происходить в вашей жизни. Быть более, знаете, в такой наблюдающей, либо наблюдающим. В общем, наблюдать за ситуацией и меньше пытаться влиять на ситуацию. Почему? Потому что все равно вы ничего не сделаете. Так или иначе, вы получите свои результаты, вы получите свои плоды. Вы увидите, как вот данная ситуация разворачивается на руку вам. Но ваша задача изначально не входить в конфликт, не входить в переживания, разрешить событиям самостоятельно открывать и закрывать двери. То, что закроется, не ваше. То, что открывается, вас туда прям выведут. Вот знаете, вот тут вот вам дадут то, что вам нужно. Вам дадут то, что вам нужно поистине. Но, возможно, это немножечко будет отличаться от того, что вы хотите. Правда, потому что все равно судьба тут решает. Назовем это так. Немножко машина на улице. Не знаю, слышно вам или нет. Проехала машина, нарушила все мои планы тишины. Я тут такая сижу, записываю. Слушайте, позитивно. На самом деле, опять же, смотрите, классная карта, пятерка мечей в перевернутом формате. Там, где казалось, мы получим поражение, мы его там не получаем, потому что в перспективе понимаем, что это победа. Это, знаете, как, к примеру, подружка завершила отношения с абьюзером. Очень тяжело ей было там терпеть этот разрыв. Она думала, что она в поражении, что вот так вот все получилось, что она... знаете, как человек начинает саморазрушаться внутри, да? И для нее в какой-то момент вот эта ситуация, где она получила разочарование, для нее это как внутреннее поражение. То есть она не получила то, о чем мечтала. Через какое-то время она встретила качественного мужчину,
совершенно другого уровня и поняла, что это победа. Вот тут вот про что? Ситуация, которая кажется поражением, в перспективе принесет вам победу, получение более качественного удовольствия. То, где вам, казалось бы, вы получили поражение, это просто не ваше место, не ваши люди, не ваша ситуация, не ваш путь и не ваш план. План другой. Давайте так. И скорее всего вам будет дискомфортно, потому что тут такие люди, вот я как захотела, вот я хочу, чтобы так и было. Можете придумывать себе план в голове, а потом разочаровываться, что все идет не так. Но в перспективе оно выходит лучше, чем вы сами себе планировали. Вот тут вот вас хотят научить отпускать ситуацию. Просто отпустите контроль. Получите то, что вы хотите, просто на основании такого готовности, легкости, открытости и доверия Вселенной, как бы это странно ни звучало. Потому что, действительно, вы можете потащить на себе 10 жезлов, но она бессмысленная, потому что все равно все закончится, все поменяется так, как должно поменяться. И ваши желания, они на самом деле исполнятся, правда исполнятся, но еще и по страшному суду королева кубков, ладно, уже... 8 жезлов. То есть, смотрите, действительно, вот как бы вы ни пытались тащить, вы просто, понимаете, вы лишний раз себя загружаете, планируя то, что не случится, планируя то, как не будет. Вот не будет оно так. И вот сейчас что разворачивается? Вселенная создает там свой классный, качественный план, чтобы исполнить ваши желания, вы были в комфорте, вам все понравилось. А вы можете упереться и сказать, я хочу вот так вот, да, я хочу вот этого человека, я хочу вот эту работу, я хочу вот так вот, я хочу доработать не 1 месяц, а полгода. Ты чё, Вселенная, ну, дай мне то, что я хочу. Она говорит, так ты сейчас месяц тут доработаешь, а у тебя на следующий месяц там высокооплачиваемая работа, на которой ты будешь заниматься своим собственным творчеством. А вы такие, да я в это не верю, я должна только это распланировать. Это должно быть только вот так вот. И вот тут вот момент, что какие-то события должны быть вами не отрегулированы, что ли, неконтролируемые. И вот тут вот отпустите контроль. Чем быстрее вы отпустите контроль, тем быстрее вы отпустите тяжелый свой путь, потому что эмоциональная тяжесть будет только за счет того, что все не происходит так, как вы себе придумали. И все. Но произойдет в итоге все лучше, чем вам хотелось бы. Какая новая дверь открывается? Новая эра вас. Король мечей. Слушайте, у кого-то это действительно может быть мужчина, да, если мы говорим про отношения. И если мы говорим не про отношения, допустим, про вашу личность, то это вообще абсолютно другой тип понимания себя, этого мира. В целом, да, то есть понимание, что вот я больше на самом-то деле не хочу ничего контролировать. Я буду просто наблюдать. Я просто наблюдаю за тем, то есть это более мудрая позиция, но не с точки зрения контроля, а и с точки зрения принятия и любви. Вот я почему-то этого короля мечей с башни и с тузом кубков прочитаю как... Знаете, вот еще король мечей и башня и туз кубков, это когда разрушается, а я в этом вижу наконец-то шансы. То есть я смотрю глубже, да, то есть король мечей — это умение смотреть глубже, это умение с собой договориться, это умение не поддаваться на эмоции, не идти в конфликт, не идти в самоуничтожение, самоутяжеление пути. Это умение чисто мыслить в ситуациях, в которых вы находитесь. То есть тот путь, который открывается, это ваше более глубинное переосмысление работы Вселенной с вами. То есть у вас абсолютно свой путь. Знаете, как Вселенная работает с каждым человеком по-своему. И я понимаю, вот, допустим, опять же, исходя из моих личных примеров, из моих клиентов, это когда не все вот эти лайфхаки для получения желаемого работают на всех. Они работают на конкретную аудиторию, на конкретных людей. Некоторым людям, чтобы исполнить свои желания, нужно что-то другое. То есть кому-то дышать определенным местом, да, кому-то медитировать, а кому-то поубирать в квартире. Представляете, у меня реально вот мой лайфхак, если я хочу, чтобы ко мне быстрее что-то пришло, мне нужно просто сделать уборку в квартире.
С солью вообще я могу еще, когда это еще и с солью, это все, это гарантированный успех. Но самое интересное, что в последнее время это так уже не работает, то есть система перестраивается, и мне нужно уже искать новые лайфхаки под новую эру себя, под новый мир и под новый уровень моей жизни, к которой я иду. И вот тут вот то же самое, то есть вы будете понимать, что вот все, что разрушено, все, оно уже так не работает, и я углубляюсь в понимание чего-то нового, в наблюдение, в осознание, в перестать контролировать и наблюдать, перестать поддаваться эмоциям и понимать события, как они происходят, и принимать эти события с благодарностью. Вот и все. Что еще, кстати, королева жезлов перевернута, да, то есть перестать на эмоциях вывозить, либо эмоционировать, либо эмоционально во что-то более глубоко вкладываться, пока это не обретет какой-то свой смысл. Как-то так. Троечки. Ой, двоечки. Спасибо вам большое. Мы переходим к троечке. Третий вариант. Здравствуйте. Сейчас посмотрю у вас. Так, записывает. Смотрим вас. Давайте третий вариант. Выбор. Кто-то тут на выборе. Принятие решения. Вот опять принятие, знаете, вы все еще держитесь за что-то старое, но вас уже тащат в новое. Но при этом, кстати, знаете, это про то, что можно совместить и одно, и другое. Потому что шестерка кубков, двойка пентаклей. Реально можно совместить что-то прям оба. Либо все-таки придется кому-то принять какое-то важное решение в своей жизни. Но новое, знаете, может быть, сейчас еще нет готовности отпустить что-то из старого. Почему? Потому что не полноценно открылся новый путь. И вот в скором времени он прям откроется вам. Судьба. Деньги. Кому, кстати, важно в третьем варианте финансы? Деньги в вашу жизнь прям льются потоком. Туз пентаклей, тройка пентаклей, там куча пентаклей. Скоро будет очень много работы, кстати, говорят карты. Скоро будет очень много работы. Готовьтесь к новому потоку. Может быть, кстати, двойка пентаклей — это два источника дохода, старый и новый. Это может быть два типа клиентов, старые и новые. Это может быть два типа реализации, да, то есть когда я выбираю там работать в одном и во втором направлении. Когда я там, к примеру, таролог, но параллельно я рисую еще колоду Таро, да, когда я таролог, и я пошла там в астрологию, когда я таролог и пошла в психологию, вот что-то такое, ну, к примеру. Когда я экономист, и параллельно я учу английский, чтобы, ну, не знаю, потом в перспективе, да, там вести какие-то международные там какие-то там договоренности, подписывать какие-то другие контракты, презентации вести на другом языке. То есть вот тут, вот знаете, про то, что реально открывается какой-то новый путь, но вроде бы как вовлекается и старый тоже. Давайте, вы сейчас, где вы сейчас? Ваша энергия, либо ваши ориентиры, ваша позиция. Что разворачивается вокруг вас? Троечки. Какие события разворачиваются вокруг вас? И новая эра вас, о чем она? Какая дверь открывается новая? Ну, говорю же, пентакли. Слушайте, одни пентакли, это же надо просто. Вот опять же, денежная история налаживается, финансовый канал улучшается, материальное положение, рост, деньги, клиенты другого уровня. Здесь вообще новый поток финансовый. 100% у вас будет новый финансовый поток. Не знаю, хотите вы этого или нет. Может быть, какой-то пассивный доход. Где вы сейчас? Шут. Новый путь. Новый путь, при этом, знаете, если... еще знаете, как я эту карту недавно для себя считала? Когда пусто. Когда есть связь с прошлым, но она больше не эмоциональная, а просто как формат воспоминаний. Когда ты уже прожил все инсайты, все воспоминания, все ностальгические там такие состояния, ты уже просто давным-давно уже все отпустил. А новый еще пока не разворачивается, и я пока ничего не чувствую в отношении того, где я нахожусь сейчас. У меня такая история была, вот прям мой шот так проигрался. У вас может быть такое, что вы реально готовы к новому пути. Либо готовите новый проект, либо понимаете, осознаете, что вы на новом
берегу, что вот что-то начнется новое. Нет пока еще четкого ощущения, что куда вообще двигаться, да, все-таки у нас тут полнолуние, да, опять же, полнолуние — процесс завершения. Процесс завершения, освобождения и очищения. И нас ведет уже в новое. То есть, вот, может быть, коридор затмений, который вы проживали, для вас тоже очень интересно прошел. Может, вы проживали какие-то определенные моменты, может, было большое количество инсайтов, большое количество закрытия гештальтов, внутренних именно. Может быть такое, что что-то вы делали по новой и наконец-то завершили. Но так или иначе, по шуту вы сейчас готовитесь к новому пути. Можете реально ничего не чувствовать, ничего не понимать, ощущать себя новичком в этом пространстве и мире, и не понимать вообще, как все работает. То есть вроде бы все как раньше, но уже не как раньше. То есть что-то уже в этом мире не так, но я пока не поняла, что. Я пока не разобралась, я пока не осознала. Тут, кстати, в третьем варианте более глубинный вариант, потому что вы более про... Знаете, вот я как будто бы с вами ныряю в океан. Вот ощущение, что вот тут не поверхностно я не могу прочитать карты поверхностно, я не могу прочитать карты событийно. Тут люди глубже натуры, намного глубже. Давайте события, которые разворачиваются вокруг вас. Страшно, ну кто бы сомневался. Повешенный, кто бы сомневался. Семерка пентаклей, да, то есть изменения. Какие-то процессы постепенно, они, кстати, очень давно уже меняются. Судьбоносные события уже давно в вашей жизни. И уже давно меняется все очень постепенно. То есть потихонечку переворачивается весь ваш мир с ног на голову. Потихонечку переворачивается представление себя. Потихонечку меняется окружение. Потихонечку меняется тип вашей подачи, вашего проявления в социуме, вашего типа мышления. Очень, знаете, не быстро. Тут очень давно произошла загрузка в вас, грубо говоря, информации, кстати. Долгое время в вас загружали новую программу. И сейчас все еще это происходит. Для того, чтобы вас поменять под ту новую реальность, в которой вы находитесь. То есть явно здесь люди либо которые вещают, либо передают информацию, либо занимают какие-то определенные должности. Если на каком-то, как это правильно сказать, бытовом уровне, да, может быть такое, что вы долго учились, чтобы перейти на следующий уровень. К примеру, вы там долгое время работали юристом, сейчас вы проходите какую-то программу по повышению там квалификации, должности там на судью, к примеру, да, то есть это долгое время загрузки информации, к примеру. Почему? Потому что страшный суд, почему-то хочется сказать, на какой-то более глобальный уровень, на какой-то более весомый уровень, на какой-то более властный уровень вы приходите, но при этом в этом уровне вы будете чувствовать себя какое-то время новичком, хотя вы очень долгое время к этому шли. В вас очень долгое время вкладывали вот эту информацию. И вот это вот то же самое. Если вы духовный практик, очень долгое время перетрансформировалось ваше мышление, и очень до сих пор это происходит. То есть вас потихоньку подготавливают к новому уровню подачи информации. Но вы там все равно какое-то время будете чувствовать себя как новичок, потому что, знаете, вот я ловлю себя на некоторых раскладах, такая, опа, это какие-то новые инсайты, я такого раньше не считывала, такого раньше не ощущала, такого раньше не понимала. И я такая, вот это интересно, да, то есть вроде бы так долгое время работа, это какие-то определенные моменты, ну вот так вот информацию я еще не чувствовала, я ее еще не понимала. Классно, спасибо за инсайт. И вот реально вот есть моменты того, что вот у вас долгое время загружалось это, и сейчас вы будете как будто бы учиться подавать, жить по-новому, при этом уже на более высоком уровне. Какая дверь, какая новая эра вас, да? О чем она? О чем она, жрица? Ну, благодарю, что вы приходите на мой расклад. Мне очень приятно. Но это действительно владеющие знаниями. Это люди, которые перешли на следующий уровень. Это люди, которые совершили какой-то, не знаю, квантовый скачок. Да? Давайте вот, если мы говорим по всем вот этим прекрасным информационным пространством возьмем, да, пройдемся по всяким тиктокам и так далее. То есть вот это когда действительно вы совершили какой-то важный переход. То есть вы владеете
той информацией, которую вы будете подавать для других людей. Вы первопроходец, за вами будут идти люди. То есть вы первая владеете определенной информацией, чтобы дальше ее передать. Вы выходите на следующий уровень. И если мы говорим не про эзотериков, да, не про духовных практиков, то это про другой уровень ощущения этого мира, другой уровень ощущения себя, понимания, что вы несете знания. Это более властная натура, но, знаете, это такая тихая власть. Это когда я понимаю ценность того, что у меня есть. Я понимаю ценность того, кто я есть. Я понимаю ценность той информации, тех знаний, которые я несу. Я распоряжаюсь ими правильно. Я распоряжаюсь ими вовремя. Это такая глубинная тишина и правильное распределение информационного потока. Ну и финансы, естественно, как скажем так, качественный бонус за ваш проделанный путь. Вот такой был третий вариант троечки. Спасибо большое. С вами была ваша Каролайн. Это было, как всегда, гадание с любовью. Я надеюсь, я вернулась надолго. Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me, they set my spirit free.